Участок долгое время пустовал, и постепенно его покрыла заросль лебеды. Цементная заваленка превратилась в крошку, грядки заполнили кусты и сорняки, забор и вовсе свалился под бременем лет. Маргарита Степановна к этому участку относилась как к своему. Все-таки жила рядом уже 3 десятилетия, предыдущих хозяев хорошо знала, а их наследников здесь не ожидала, тем старый дом да земля не нужны. Женщина свободно ходила на соседский двор собирать урожай с плодовых деревьев, выпускала на подворье курей, чтобы они щипали траву. «Я никому убытка не делаю», – рассуждала пенсионерка. «Ягоды все равно осыплются, а травы и вовсе жалеть не стоит, пусть лучше здесь гуляют, чем по моим грядкам». Налаженная схема была нарушена, когда спустя несколько лет наследники продали дом новым хозяевам. Новые соседи объяснили Маргарите Степановне, что жить в доме постоянно не будут, а планируют приезжать сюда летом, используя участок в качестве дачи. Пенсионерке планы новых соседей не понравились, побоялась, что владельцы будут приезжать с друзьями на выходных и устраивать гулянки, мешая ей отдыхать. Первую ссору между соседями долго ждать не пришлось. Через несколько дней пенсионерка выпустила курей погулять, и те знакомым маршрутом двинулись на соседский участок. Городским жителям, расхаживающие по их порогу куры, не пришлись по душе, о чем они с гневом высказали соседке. Дальше от новичков последовало предложение совместными усилиями поставить между участками хороший забор. Маргарита Степановна на это заявила, что кому забор нужен, тот пусть и платит, а ее и так все устраивает. В боевых действиях между соседями наступила пауза, ведь новички уехали в город. Перед отъездом попробовали подправить забор, да вот только получившаяся конструкция никак не стала преградой для кур. Победа пенсионерки оказалась временной. На выходные хозяева соседнего дома вернулись, прихватив с собой собаку. Оказавшись во дворе, пес почти сошел с ума от счастья. В городе его активность прогулками по утрам и вечерам ограничивалась. Здесь же можно было бегать весь день. Куриц в живой природе пес также увидел впервые, но инстинкты сразу подсказали ему, что они являются добычей. Душить или грызть пернатых пес не додумался. Поколения городских жителей победили зачатки охотничьей породы, но вот идея устроить курам игру в догонялки и лишить их части перьев псу пришлась по душе. Новый скандал между соседями вспыхнул ближе к вечеру. Пенсионерка с криками демонстрировала новым соседям голых кур, почем свет ругала пса, его хозяев и 3 предыдущих поколения с каждой стороны. После своей гневной тирады пенсионерка слегка успокоилась. «Ты так забор хотел менять?» С обидой в голосе, но уже без злости спросила она у нового соседа. Через пару недель участки разделил металлический забор. Правда, куры все еще захаживали в гости к соседям, но теперь на другой участок, владельцы которого собак не держали.